просто такая грандиозная катастрофа, то, что произошло. Смотрите, у них была своя повестка. Они подготовили санкции, они объявили ультиматум. Они приехали все в Украину, собрались с духом, позвонили Трампу. Донесли до Трампа свою точку зрения. Сказали, никаких переговоров до момента, пока не будет остановлена эскалация, пока не будет мир, пока не остановятся военные действия. И потом все это ломает. Звонит, то есть Трамп размещает заявления в социальных сетях своих. Владимир Владимирович 11 числа ночью, да, выходит с пресс-конференции, Трамп это поддерживает. И когда Трамп видит о том, что украинцы не так больно, не сильно реагируют на его первое сообщение, он второе набирает через кэпс-лок. Срочно. Немедленно, да. Дословно. Немедленно, да. Но и Зеленский, который до этого обещал, что никогда в жизни я не буду встречаться с Путиным, никаких переговоров до тех пор, пока не будет перемирия. И едет, и все, высылает делегацию, приходят, и все эти европейские лидеры замолчали со своим ультиматумом, и вся повестка была поломана. Делегация, которая должна была встать сразу же, только приехать по инструкции Зеленского и сказать о том, что никаких переговоров, немедленно прекращайте конфликт, и после этого будем вести мирные переговоры. Садится и тихонечко выслушивает, и выходит потом на пресс-конференцию и заявляет, что все хорошо, спасибо большое, хорошо посовещались. Зеленский, который наматывает там в Турции круги для того, чтобы с ним кто-то встретился, каким-то образом обратил на него внимание, выглядит просто ужасно. И поэтому, да, конечно, они выглядят... Но ему не привыкать. Знаете, так плохо, как сейчас, у них не было никогда. Еще будет. Ну, Олег, ваши инсайды, ваши ставки вообще, как в Киеве все это воспринимают, принимают происходящее? Пожалуйста. Знаете, здесь история, она, с одной стороны, то, что мы сейчас наблюдали, это действительно победа российской дипломатии. Последовательной, спокойной политики, когда мы наконец-то стали получать плоды того, что над чем работали все это время. Но что лежит в изнанке тех событий, которые мы сейчас наблюдаем? Когда Трамп выиграл, но еще не было инаугурации, Блинкен, Салливан начали турне по Европе, по Украине. Они стали собирать европейских лидеров. Они посещали Зеленского. Они выделили деньги, сколько могли, выделили оружие. И сколько смогли выделить денег для того, чтобы накачать киевскую хунту. Соединенные Штаты, Байден успел выплюнуть 20 миллиардов долларов, денег, которых даже не было заложено в украинском бюджете, на них они сверху свалились. Это очень большая сумма для украинского бюджета. 40 миллиардов – это золотовалютные резервы Украины. Это только Соединенные Штаты, не считая европейских стран, тогда перечислили денег Украины. Для чего? Для чего все эти были поездки? Почему, о чем они говорили с Зеленским? Почему Зеленский тянет время? Сейчас он тянет время. Потому что они выработали стратегию. Что они обещали Зеленскому? Они его просили продержаться полгода. Полгода. Почему полгода? Потому что впереди в сентябре будут голосования за бюджет. Американский бюджет голосуется в сентябре. Сейчас голосуются определенные цифры, на которых будет формироваться бюджет. В сентябре будет приниматься бюджет. Недавно Трамп внес в Конгресс законопроект о перераспределении налогов. Он хочет немножко усложнить получение социальной помощи. 300 миллиардов долларов лишних или 350 выделить на мигрантов, для того, чтобы их проще было депортировать. Он не смог проголосовать. Он не смог в комитете проголосовать. Трамп, у которого есть большинство в Сенате, Конгрессе, не смог проголосовать налоговый законопроект. У Трампа конфликт с ФРС. Откуда конфликт с ФРС? Потому что если внимательно посмотреть на цифры, то окажется, что сейчас американские банки финансирует Европейский Союз, те страны, которые финансируют Украину, и фактически на деньги американских банков финансируется война, которая сейчас работает против Трампа.
И Трамп не может поменять руководителя ФРС. То есть он-то может формально, но он не вносит, он это не делает. Ни в Конгресс, ни в Сенат. Почему? Потому что он может не проголосовать. Понятно. И вся надежда и весь сценарий, который сейчас мы наблюдаем, состоит в том, чтобы затянуть время. Продержать Трампа в состоянии, Продержать. когда он Вы не смотрите, может что ничего. получилось. Трамп в свою первую каденцию, мы с вами об этом говорили, был крайне негативно относился к России. Он заявлял о том, что он поладит с Путиным, но при этом 100 дипломатов выслал, консульства обыскивали, изымали собственность государственную, расстреливали Сирию, вводили санкции против России. Тут у Трампа начались проблемы в Соединенных Штатах. 2 раза ему пытались объявить импичмент. Его полоскали в американских газетах, 2 раза объявляли импичмент. У него было 6 или 8 уголовных дел. У него обыски проводились. Рылись в личных делах, в личных вещах его супруги. Да. И он через это все прошел. И в тот момент времени он понял, что у него главный враг – это глубинное государство. Не Путин, даже не Китай, а глубинное государство. И он в следующий созыв решил сосредоточиться на войне с глубинным государством. Причем, когда его спрашивали, он говорил о том, что единственный, кто его не предал, не сдал, был Владимир Путин. И вроде бы все говорит о том, что Трамп, придя к власти, должен был сразу же прекратить военную помощь Украине, прекратить передачу данных, разведданных Украине. Но он этого не сделал. А он этого не сделал. Почему? Назначать. Почему? Потому что он побоялся. Потому что он понимает, что за демократами стоят не только европейские страны, а стоит даже не 2/3, 3/4 СМИ за демократами. Громадное количество бизнеса, глубинное государство, университеты, которые формируют мнение, которые формируют истеблишмент, те люди, которые проходят через Гарвард, они поколениями, эти люди везде, они на всех постах. Понятно. Они – это его враги. Он один сейчас против них. С очень небольшой группой товарищей, которые его поддержат. И он побоялся. Хотя в первый момент времени он мог бы что угодно сделать. В Соединенных Штатах даже есть закон, еще старый закон о втягивании Соединенных Штатов в войну. Он мог их просто Я, арестовать. кстати, не исключаю, что человек, когда ему практически прострелили голову, может начать бояться. Может быть, он действительно стал бояться. Но вот и смотрите, ситуация какая. У Зеленского сценарий тянуть время. Когда он приехал в Белый дом, когда он устроил там скандал, его вытащили европейские лидеры и сказали: ты что, дурак? Тебе сказали, отлаживай отношения с Трампом, тяни время. Они его втолкнули обратно к Трампу. Они сгладили максимально. Потом Трамп начал хотеть сделать сделку. Сделку по ресурсам Украины. И они ему сказали: подписывай, делай что угодно, только тяни время. Сейчас переговоры в Стамбуле. Они ему сказали: создавай рабочую группу, веди переговоры, тяни. Трамп Изображай, хотел, да? чтобы мирные переговоры начались в мае месяце. Они не начались, потому что он затянул. И он для него каждая неделя, каждый месяц играет ему в плюс.